Здравствуйте, мои дорогие тельцы! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем с вами на вторую половину месяца января. Давайте посмотрим, что же вас ожидает, какие вам сегодня карты выпадут, что интересного произойдет у вас в этот отрезок времени. То есть расклад на ближайшие 2 недели приблизительно. Мы посмотрим, что основного произойдет в вашей жизни в этот отрезок времени. Я напомню, что вы можете подписаться на мой YouTube канал, можете лайк оставить, сообщения. В принципе, любая активность с вашей стороны приветствуется. Пишите, не стесняйтесь. Я всегда очень рада людям, которые комментируют мои видео. Я знаю, что я не зря записываю их, не зря, собственно, стараюсь выкладывать их, относительно своевременно. Хотя, опять-таки, расклады, которые я должна была сделать на год, для некоторых знаков я еще не успела их сделать. Простите, если вас эти знаки интересуют, я еще успею их сделать немножечко позже. Сейчас мы начнем с тельцов. Посмотрим, собственно, что же тельцов ожидает, какие у вас события происходят. Итак, первая у нас здесь есть карта. Это карта «Мир». Давайте подумаем, почему, собственно, она у вас здесь есть, почему выпала именно эта карта. Для вас какой-то период завершения здесь происходит. Для кого-то из вас здесь какие-то важные завершающиеся события, цикличные. Может быть, вы завершили, не знаю, какое-то обучение здесь или завершили какой-нибудь период для вас важный, потому что, действительно, это важное завершение. Это последняя карта в старших арканах. Это какой-то важный аспект вашей жизни, который подходит к концу, и вы начинаете совершенно новый путь, новое путешествие, какой-то путь новый роста, может быть, новый путь развития. И вместе с шестеркой мечей, которая символично является тоже картой исцеления, может быть, заживления такого процесса, который тоже может быть у вас здесь переходным, когда худшее уже позади, когда вы оставляете все плохое и негативное позади, и вы плывете в более какое-то спокойное, мирное место, может быть, каким-то улучшением, каким-то позитивным изменением в вашей жизни. То есть вы в периоде выздоровления. И да, вы можете чувствовать где-то грусть по поводу того, что с чем-то нужно прощаться, но опять-таки вы понимаете, что вы в правильном направлении движетесь. Может быть, это физическое исцеление, может быть, психическое исцеление, но в любом случае карта хорошая. И семерка жезлов, которая у вас здесь есть, показывает, что вы начеку. Возможно, кто-то из вас чувствует себя в оборонительной позиции. Эта карта обычно выпадает, когда кому-то бросают вызов, может быть, или искушают чем-то, и вы чувствуете, что вам бросили вызов, и вам нужно защищаться, сохранить какие-то барьеры, стены ваши, защищающие вас. То есть это карта защиты. Она может означать чрезмерную осторожность по отношению к людям, которые вокруг вас проходят. Чрезмерную осторожность может быть по отношению к себе. То есть вы прям себя оберегаете здесь, потому что вы понимаете, что этот процесс исцеления, он может быть под угрозой. Возможно, здесь есть шанс кому-то вернуться, и вы можете переживать расставание или развод, и вы считаете, что если кто-то здесь захочет вернуться, то вы опять-таки как будто бы займете оборонительную позицию, потому что вы возвели эти стены, и вы не хотите никого упускать к себе и близко. Да? То есть вы обороняетесь, защищаетесь вместе с королем Пентаклей, который вашей стихией является. Это ваша, в принципе, карта. А тельце, она может показывать такого солидного, стабильного, надежного, трудолюбивого, щедрого, может быть, немножечко упрямого, но уверенного в себе человека. Это можете быть вы предпочитаете здесь комфортную обстановку, вы твердо стоите на земле своими ногами, да? Вы твердо стоите на почве под ногами. Давайте подумаем, что же здесь еще может быть по тем картам, которые у нас еще выпадут. Еще одна с жезлами, да, пятерка жезлов, которая здесь у вас есть, тоже показывает в определенной степени борьбу, показывает необходимость преодолевать трудности, преодолевать препятствия, может быть, защищаться от чего-то или решать какие-то спорные, конфликтные вопросы, которые у вас могут возникать, да, какие-то спорные вопросы. Давайте посмотрим. Карта «Сила». Возможно, здесь, опять-таки, это объяснение защитной энергии семерки жезлов, то есть пятерка жезлов.
Это карта, которая говорит о конфликте, о ссорах, о напряжении в отношениях с другими людьми, с которыми вы общаетесь. И вы здесь поэтому занимаете эту семерку жезлов, то есть оборонительную позицию. Вы хотите разобраться здесь в этом соперничестве, кто из вас прав. И для некоторых из вас это могут быть и какие-то сплетни, какое-то распространение слухов. Но опять-таки у вас есть карта сила, у вас есть все необходимое, чтобы преодолеть любые трудности в этом процессе, и вы смело встречаете их лицом к лицу, вы справляетесь с этими трудностями, двигаетесь дальше. Собственно, да, возможно, вы переосмыслили что-то, посмотрели на какие-то вещи другими глазами, по-новому, да, практически по-новому. И, возможно, вы приобретаете здесь какой-то новый взгляд на ситуацию, новые знания, взгляд, которого раньше у вас не было. И, возможно, некоторые из вас также осознают, как будто это как часть процесса исцеления, да, и осознают эту ситуацию. Возможно, вы здесь чувствуете, что вы имеете возможность двигаться вперед по лучшему пути, к какой-то большей выгоде. Иногда это может означать, что вам нужно отпустить какую-то ситуацию. Возможно, чем-то придется здесь пожертвовать. Возможно, да, чтобы отпустить эту ситуацию и двигаться к чему-то лучшему. Но вы себя в любом случае проявляете достаточно так прочно, крепко, потому что есть эта семерка жезлов, то есть создается впечатление, что у вас очень прочные границы, очень такие трезвые взгляды на ситуацию, вы понимаете, чего вы хотите, какие принципы вы отстаиваете, что для вас важно, и вы преодолеваете все препятствия, которые мешают вам для достижения, собственно, этой цели, чтобы двигаться дальше. Но опять-таки напомню, что, возможно, кому-то из вас придется отпустить определенные вещи. Также вы можете здесь узнавать какую-то новую информацию или новую точку зрения других людей. Возможно, эти события еще не происходят в вашей жизни, но, может быть, они будут вот чуть-чуть дальше, там, к 20 числам, может быть, уже у кого-то начинают происходить, собственно, такие изменения. Давайте посмотрим. Карта девятка жезлов, повешенный, карта правосудия. Ну, здесь для некоторых из вас, возможно, но опять-таки правосудие, справедливость и карта девятка жезлов — это как раненый воин карта. Возможно, что-то было для вас довольно сложным, трудным, может быть, болезненным в этом цикле. Вы многое пережили, но вы, тем не менее, все еще стоите на ногах. Вы все еще пытаетесь довести какое-то начатое дело до конца, после чего можно будет двигаться дальше. И здесь есть эта карта справедливость, то есть вы получаете по заслугам, получаете равноправно с другими то, что вы заслуживаете, если вы с кем-то совместно какую-то работу выполняли, вас и к ответственности, соответственно, могут привлекать, то есть по закону какие-то законные вопросы, юридические вопросы здесь могут быть задействованы. У кого-то здесь что-то касающееся эмоциональных сфер, да, там разводы какой-то, раздел имущества, то есть что-то, какие-то юридические вопросы, которые для вас будут важны, которые как-то связаны с вашими отношениями. Вам нужно здесь подвести итоги, важно обратить внимание на то, чтобы ваши эмоции не пытались сбить вас с толку, сбить вас с правильного пути или там с правильного поступка, потому что справедливость, она за честность, она за прозрачность, за мораль, может быть, за этику и за то, чтобы совершить какой-то справедливый, правильный поступок даже в той сложной ситуации, в которой вы можете оказаться, даже когда эмоции вас пытаются сбить с толку из правильного решения, но вам здесь нужно придерживаться правил приличия. Вам здесь нужно действовать, исходя из принципа этики, морали, то есть правильных действий. Давайте посмотрим дальше, что же здесь у нас еще есть. Итак, у нас есть паж мечей, да, карта воздушной стихии, воздушного знака. Может быть, общение с таким воздушным знаком будет. Также шестерка кубков. Возможно, вы окажетесь в ситуации, да, когда узнаете что-то новое о деле, в которое вы были вовлечены или были связаны какое-то долгое время с этой ситуацией. Возможно, вы узнаете что-то новое. Возможно, вы, да, опять-таки, по-другому смотрите на вещи. То есть смотрите на вещи свежим взглядом, то есть в другой перспективе, потому что он перевернутый, это поверхность.
успешный. С новой точки зрения, и, возможно, некоторые из вас здесь сейчас, оглядываясь назад на все то, что происходило, будь то работа, отношения или что-то подобное, что имеет большое значение для вас и имело значение в прошлом, то есть какие-то ностальгические воспоминания у вас оставляет, или, может быть, как-то связано с вашей семьей, с вашими родственниками, вы понимаете, ну, по крайней мере, частично начинаете понимать, что вы смотрели на все сквозь розовые очки или не хотели признавать какой-то правды или реальности, не хотели замечать каких-то фактов, и вам здесь нужно будет посмотреть на это под другим углом, соответственно, да, другим взглядом. Здесь вы можете находиться в ситуации, когда вы находитесь как на перекрестке, опять-таки, вам нужно здесь будет принимать решение, как лучше поступить, и вы готовы здесь защищать свои интересы, вы готовы оборонять себя в первую очередь. Возможно, вы здесь поступаете справедливо и правильно, потому что все-таки есть правосудие, особенно если речь идет о каких-то финансовых вопросах, может быть, о разделе имущества или каких-то юридических аспектах, которые как-то связаны с финансами, может быть, на работе какая-то там, да, ситуация финансовая, которая у вас происходит, и вы здесь пытаетесь поступить, опять-таки, правомерно, правильно, то есть по закону, простите, пожалуйста, по закону, потому что есть карта правосудия, то есть справедливо, а юридически верно, да, юридически верно. Давайте посмотрим еще. Десятка мечей, в принципе, с пятеркой мечей, да. Я думаю, что многие из вас, возможно, не заинтересованы в том, чтобы взглянуть на ситуацию по-другому, да, то есть опять-таки вы как будто вот вы уже увидели, да, в другой перспективе эту ситуацию, и вам не хочется снова заниматься каким-то самообманом, и не хочется возвращаться к чему-то, что может причинить вам боль снова. То есть вы не позволяете себе быть уязвимыми и мягкими снова. То есть вы уже не готовы смотреть на вещи сквозь розовые очки, вы уже не готовы заниматься самообманом. Да? Вы уже знаете и понимаете ситуацию, как вот она сложилась, соответственно, и какие-то болезненные ситуации отбрасываете назад, отказываетесь от них, завершаете этот цикл, потому что опять-таки есть карта мира с десяткой мечей, то есть вы понимаете, что вы по-другому уже смотрите на вещи, то есть вы здесь уже пришли к другому пониманию вещей, да, может быть болезненное переосмысление и понимание, осознание и принятие того факта, что чему-то пришел конец, но этот процесс, он исчерпал себя. Может быть, все получилось не совсем так, как вы предполагали, допустим, или не совсем так, как вы хотели. И для некоторых из вас это также может означать, знаете, то чувство предательства, потому что десятка мечей, она, да, может изображать, собственно, и вниз лицом, да, человека. Здесь он на боку лежит. То есть здесь кто-то испытывает глубокую обиду, глубокое разочарование или чувство предательства, удара в спину вот этими мечами. То есть в каком-то смысле ощущение, что их подставили, и вы находитесь вот в этом вот в процессе, да, собственно, в этой ситуации, и вы выздоравливаете из этого состояния, из этой ситуации. Вы по-другому начинаете смотреть на вещи. И то, что вы раньше не знали, вы по-другому теперь на это смотрите. Это расширяет ваш кругозор, ваше восприятие, ваше понимание и осознание, собственно, как вам делать дальше и что вам дальше предпринимать. То есть вы здесь полны решительности двигаться, собственно, дальше, двигаться вперед, то есть не позволять этому как-то, может быть, человеку на вас повлиять опять или негативным образом вмешаться в вашу жизнь, каким-то образом вам навредить, возможно. Поэтому и такая оборонительная позиция с этой девяткой жезлов и с семеркой жезлов, да, когда вы показываете мужественно свою позицию борьбы или непринятия каких-то трудностей, опять-таки, в вашу жизнь, когда кто-то пытается, может быть, снова проникнуть в вашу жизнь, но вы отказываетесь от этого. А здесь такая непростая битва происходит, и, может быть, происходила в ближайшем прошлом, и вы чувствуете себя ранеными, травмированными, но пришло время отпустить
эту ситуацию и источник этих трудностей, этой боли отпустить и двигаться дальше. Вам нужно больше доверять своей интуиции, своим инстинктам, и не столько своим знаниям, может быть, или мыслям, сколько своей интуиции, которая здесь является вашим проводником, вашим наставником, по сути, и пытается вас направить по пути, который вам больше всего подходит. Некоторые называют это какой-то там формой высшего я, да, своей интуиции, но неважно. То есть вы прислушиваться должны в этот период времени именно к своей интуиции, к своему внутреннему я. А также здесь есть десятка жезлов, то есть, опять-таки, вам как будто больше нужно успокоиться, не нужно продолжать тянуть на себе какой-то груз, не нужно продолжать себя перегружать какой-то ответственностью или какими-то делами, которые вас не касаются. Вам нужно завершить ту главу, начать движение к чему-то новому, к росту, к расширению, каким-то значительным переменам для вас, потому что вы на это заслуживаете, вы интуитивно, да, понимаете, что, собственно, это то, к чему вы должны прийти были в конце концов, и это то, на что вы заслуживаете. Карта правосудия, карта справедливости. Итак, дорогие мои, на этом я думаю, что я сегодняшний ваш Таро прогноз завершу. Я думаю, что в принципе он неплохой достаточно. Я думаю, вам он понравился. Если у вас еще эти события не происходят, можете пока повременить с отзывом, подождать. Может быть, в течение этих ближайших пары недель произойдут события, которые будут перекликаться с тем, что здесь у нас есть в этом раскладе. Сможете оставить свой комментарий, свой отзыв. В любом случае, буду очень рада вашей обратной связи, поэтому пишите, не стесняйтесь. Берегите себя, берегите своих близких. На этом я с вами сегодня прощаюсь. До скорого.